Приветствую всех на канале Климчук ТВ. Продолжаем сериал «Снято в небе». В прошлом видео я показал кадры с Грузии, где в лесу, на горе были огни. В лесу, на горе. Очень странные дела. Как оказалось, огни за период мая месяца были замечены не только в Грузии. Это мы говорим о подобных огнях. Лос-Анджелес, 19 мая. Свидетельство автора видео. В 9:00 вечера увидел в небе очень странный объект. Он приближался ко мне с востока. Он был похож на большой прозрачный корабль. Я знаю разницу между планетами, звездами, спутниками. Так что я точно знаю, что я видел. На данном видео можно увидеть, как светящийся объект формируется. Объект довольно-таки на хорошем расстоянии от Земли, но из-за его габаритов он слишком сильно привлекает внимание, особенно в локации, где он сейчас летает. Просто так такие световые представления не будут показываться. Есть у меня товарищ, его зовут Рафаэль. Он часто смотрит онлайн-камеры всех возможных локаций на Земле, так сказать, в поисках объектов UFO и прочих аномальных явлений. 22 мая он следил за камерами НАСА, увидел огни в небе, точнее в так называемом космосе. Это не какая-то там Земля или остров. МКС пролетел уже над океаном. Сам объект, он частично переставал быть видимым. Y ahí se fue. Vamos a ver la fecha, 22 de mayo del 5 a las 7:3:56. Ahí lo tenemos. Ya está. El firmamento es la cámara de la NASA. Ahí va otro objeto, miren. No sea el mismo. В Америке сейчас обсуждают короткое видео, где указывают на облака. Люди говорят, что увидели в облаке слишком детализированный объект в форме цилиндра. Снято в Клинтоне, штат Миссури. Да, здесь видно, что образ в облаках, он слишком выделяется, но подтвердить их мысли по поводу цилиндра слишком сложно. Если бы облако хотя бы на секундочку зашевелилось, можно было бы что-то там представлять. Но все равно, если глазами смотреть, так эта тень, она слишком массивная, как будто слой облака твердее, чем кажется.
Автор говорит, что там было очень темно, жутко и выглядело совершенно неуместно. Следующее заявление. Маскированные звезды. Человек заявляет, что в небе видел звезды, которые, по его словам, превращались в красный цвет. Он также говорит: «Я вижу НЛО, которые замаскированы под звезды». Этот случай произошел 20 мая. Город Рамос, Рио-де-Жанейро, Бразилия. Камера на моем мобильном телефоне очень плохая. Я прошу прощения. Из-за повторяющихся наблюдений НЛО последние несколько месяцев я каждую ночь дежурю у окна. Но я заметил одинокую звезду, которая показалась мне немножечко странной, как будто ее там не должно быть. Когда я открывал окно, звезда немедленно становилась красной, а также начинает быстро мигать. Появляется еще один красный шар, и они продолжают интенсивно мигать. Звезда, за которой я следил в течение нескольких дней, просто исчезла. Мой разум взрывается, они были замаскированы все это время. Наблюдая неизвестно зачем, я с нетерпением жду наступления ночи, чтобы снова увидеть это и посмотреть, а вдруг они вернутся. В небе Бразилии творится что-то очень неладное. С момента наблюдений в Нью-Джерси с января я вижу шары в небе здесь и даже медуз в течение дня. И просто никто об этом не говорит. Почему не говорят? Я не знаю. Кстати, в штате Нью-Джерси авиадиспетчеры снова теряют радио и радиоконтакт с самолетами. Отключение электроэнергии включало потерю радара примерно на 90 секунд. Произошел сбой в телекоммуникациях, повлиявший на связь и работу радара в зоне Филадельфии. Пилоты снова заявляют о том, что видели неизвестные объекты в небе. Все верно, пилоты продолжают видеть неопознанные объекты, а также люди, которые на Земле находятся и снимают эти самые самолеты. Они видят объекты НЛО. Из самых крайних видео, которые были сняты, можем взять штат Денвер и Ценшковице, это Польша. Напоминаю, что сейчас не самое лучшее время, чтобы летать на самолетах. Я много раз писал об этом в Телеграме. В Пакистане 10 мая был замечен так называемый пролет гуманоида. Под это видео я оставлю несколько последних координатов для личного изучения, если кому-то нужно, где были сняты эти самые гуманоиды, то есть самые крайние видео. Фиксация была на Аляске 4.04. Да-да, на Аляске, где пропадали самолеты. Далее у нас город Саладин или Саладин, не знаю как правильно. Ирак, 3 марта 2025 год. А здесь у нас более изученный кадр, который был видим в Америке. Обычно данные пролеты гуманоидов видны только на огромнейших расстояниях, где мы можем видеть, как они подобны каким-то шарикам. Но сейчас другое время, они все ближе и ближе к Земле. А теперь аномальные новости. О чем говорят в Америке? Крис Куомо, это американский журналист. Он критикует президента Трампа, а критикует за отсутствие прозрачности в вопросах беспилотных летательных аппаратов и таинственных беспилотников. Дорогой президент, вы обещали нам, что мы получим информацию, которую Байден нам не предоставил, но вы ничего нам также не предоставили. Я полностью с ним согласен, он действительно это говорил и обещал. Также в американскую игру по поиску внеземного разума хочет включиться ФБР, так что не только ЦРУ будет этим заниматься. Возможно, ФБР включится в работу, но сперва ФБР хочет получить финансирование AARO. Как они говорят, разные люди в команде ФБР на самом деле видели объекты. Им хотелось бы получить немножечко больше прямых полномочий. А для этого, я так понял, им нужны денежки. Тим Пул.
американский интернет-журналист. Он общается с представителем Берлисоном. Журналист заявляет свою точку зрения, где говорит: сокрытие информации о пришельцах направлено на то, чтобы скрыть, что люди участвуют в эксперименте. Дорогой Стивен Спилберг, обвиняемый в распространении инсайдерской информации, снимает свой следующий большой кинофильм под названием «Раскрытие». Спилберг говорит, что показал однажды инопланетянина Рональду Рейгану в Белом доме, а тот встал и заявил: в этой комнате есть несколько человек, которые знают, что все на этом экране абсолютная правда. А тем самым временем подполковник Ричард Френч говорит: в 1952 году я видел, как два нечеловеческих существа ремонтировали НЛО под водой. Классное заявление. Два НЛО, то есть два пришельца, так сказать, ремонтируют свой корабль под водой. Вот это мощно, правильно? Мощно. По поводу сферы Буга, которую нашли в Колумбии. Прямо сейчас они позвали ученых. Да-да, ученых. Ученые пытаются понять, а что это за такие оптические волокна внутри сферы. И эти оптические волокна все разного размера. Ученые никак не могут сейчас дать какой-то там ответ. Если судить по их реакциям, они сами ничего не понимают. Так что красиво они сделали кино. И я думаю, этот сериал будет продолжаться. На этом данный выпуск, данная серия подошла к концу. Но в конце я хочу сказать, я снова встречаю комментарии. Климчу, как тебе отправить видео? Повторяю, заходите в описание под видео, там есть все ссылки, такие как телеграм-канал автора, моя почта, донаты, а также как стать спонсором проекта. Видео можете отправлять как в телеграм, так и напрямую на почту, кому как удобно. Единственная просьба, отправлять только свои видеокадры. Меня не интересуют другие YouTube каналы, чужие книги и прочее. Этим всем я как-то сам разбираюсь и занимаюсь. Многие чужие видео, которые вы мне присылаете с других там групп, каналов и так далее, 90% я их публиковал в 2022 году. Благодарю за внимание, всех обнимаю и до скорых выпусков.